Авторитетное издание The Washington Post провело целое расследование, чтобы узнать главный секрет Met-Gala. Как они ходят в туалет в таких нарядах. Да-да, в этом видео мы поговорим именно об этом. И поверьте, туалетная тема красной дорожки вас шокирует. Сегодня вы узнаете, кого из звезд буквально зашивают в платье до конца вечера. Зачем Кэти Перри носит с собой пластиковую воронку. И из-за какой туалетной истории топ-модель Ану Кьяю устроила грандиозный скандал в прессе. Садитесь поудобнее, нам будет над чем посмеяться. Для начала давайте разберемся, что такое Met-Gala. Met-Gala, иными словами, бал Института костюма, это благотворительное мероприятие, которое проводят перед открытием масштабной выставки моды. А Институт костюма – это отдел Метрополитен музея в Нью-Йорке, в котором выставлено более 30 тысяч исторических платьев и аксессуаров. Институт костюма – единственный кураторский отдел музея, который полностью находится на самообеспечении. Например, если Метрополитен платит зарплаты египтологам или покупает картины на средства своего фонда, то Институт костюма за все свои выставки, реставрацию старинных тканей, покупку новых платьев и даже за свет в своих залах платит сам. Медгала – это не просто вечеринка, это годовой бюджет. Все ради чего селебрити надевают безумные наряды, а мы с интересом, с ужасом или смехом разглядываем их – это сбор денег. Всего за одну ночь Институт костюма собирает свой годовой бюджет. Например, в последние годы один только вечер Мэтт Гала приносит музею в среднем от 15 до 22 миллионов долларов. Историческая справка. Первый бал прошел в 1948 году. Его придумала Элеонор Ламберт, женщина, которая создала Американский совет моды. Цель была такой же, что и сегодня – собрать средства для только что открывшегося института костюма. Формат, кстати, сильно отличался от современного. Это был просто закрытый благотворительный ужин. Цена вопроса – $50. В эту стоимость еще входила аренда платья из музейной коллекции. Представляете? Первые 12 лет бал постоянно менял прописку. Его проводили то в Центральном парке, то в отеле Уолдорф Астория. И лишь в 1960 году мероприятие окончательно обосновалось там, где мы привыкли его видеть, в Большом холле Метрополитен музея. С 1995 года бал возглавляет Анна Винтур, уже экс-главный редактор журнала Vogue. Именно она превратила скромный ужин для нью-йоркской знати в главное светское событие мира. Она лично утверждает каждого гостя, даже если у миллиардера или звезды есть деньги на входной билет, они не смогут его купить, если Анна Винтур не внесла их в список. Продавая брендам эту элитарность, она фактически спасает музейный отдел от закрытия. Всего за время своего руководства она собрала для института около 300 миллионов долларов. С 2001 года бал проводят в первый понедельник мая, а до этого бал проходил в начале декабря. Звезды приезжают туда к 50 часам вечера, затем идут на выставку, а после на официальный званый ужин, который длится до ночи. В общей сложности от 5 до 8 часов. И все это время они зажаты в свои наряды, в которых сложно передвигаться. А для того, чтобы сходить в туалет, нужна помощь ассистентов. Итак, как именно они ходят в туалет в своих нарядах? Несколько смелых знаменитостей даже обсуждали эти нюансы со СМИ. В 2017 году Кэти Перри надела малиновое платье с вуалей от Мезон Маржела. И позже ведущая ток-шоу Эллен Дедженерс спросила ее о нюансах посещения туалета. Было много самоконтроля, практики и go girl. Знаешь эти маленькие штуки, с помощью которых можно мочиться стоя? Спросила Перри. Дедженерс не знала. Я использовала их на съемках нескольких клипов, потому что всегда оказываюсь в таком затруднительном положении, когда на мне очень экстравагантный, роскошный и непрактичный костюм, поделилась Кэти Перри. И вполне возможно, что на Мэтт Гала она также использовала эти штуки.
Позже компания Go Girl рекламировала это устройство как секретное оружие Кэти Перри для мочеиспускания. Для тех, кто не знает, это специальные силиконовые воронки, которые позволяют женщинам справлять нужду стоя. В 2012 году звезда дневников вампира Нина Добрев в эфире шоу Конана О'Брайена рассказала, что ее вшили в золотое платье от Дона Каран Ателье, и она пыталась терпеть как можно дольше, но в конце концов природа взяла свое. Рядом оказалась швея, которая распорола на ней платье, а затем зашила обратно. Крупные американские таблоиды вроде Page Six и Decade выпускают расследования о закулисье Met-Gala. А топовые голливудские стилисты на условиях строжайшей анонимности признаются, взрослые подгузники или специальные впитывающие вкладыши под кутюрными платьями – это далеко не редкость на Met-Gala. Но неужели дизайнеры совсем не думают о таких вещах? Думают. Известный стилист Микки Фриман рассказал, что опытные кутюрье монтируют в наряды так называемые потайные люки в районе паха. Их маскируют вышивкой или стразами, пара скрытых кнопок, и проблема решена. Но горе той звездной гости, чей наряд сделан без таких приспособлений. В статье Washington Post Фриман вспомнил об одной туалетной истории. Называть имя этой знаменитости Фриман отказался. Так вот, одна из его клиенток на Met-Gala надела кутюрный прозрачный комбинезон из сетки со сложной вышивкой и великолепной росписью пришитых вручную кристаллов Сваровски и жемчуга, покрывающих ее от шеи до пят. Была одна проблема. Когда клиентка одевалась, молния заела. Портной принял решение вшить ее в боди. По словам Фримана, во время ужина она расслабилась, немного выпила и совершенно забыла о ситуации с молнией. В итоге ей пришлось проделать дыру в наряде, чтобы справить нужду. И вот тут начинается самое интересное. Журналистка Washington Post, публикуя этот анонимный рассказ, намекнула, что по описанию наряда речь могла идти о супермодели Анок Яи и ее культовом образе. Что тут началось? Анок Яи пришла в ярость и устроила газете грандиозный публичный разнос. Она заявила в соцсетях: «Как вы смеете порочить мое имя и утверждать, что я порвала кутюр и описывалась на Met-Gala?» Скандал был такой силой, что стилисту Микки Фриману пришлось публично подтвердить, что это была совершенно другая, полностью анонимная клиентка. Кстати, в конце самой статьи в Washington Post появилось примечание о том, что в предыдущей версии статьи была допущена ошибка. Правда, ничьих имен они не называют. Вот так туалетные тайны Met-Gala едва не довели дело до суда. Вот другой случай. Модель Винни Харлоу рассказывала, что ее платье было настолько огромным, что она физически не могла зайти в кабинку. Знаете, кто пришел на помощь? Кэти Перри. Она зашла в кабинку вместе с Винни и все время держала подол платья над ее головой, пока та сидела на унитазе. А как в этом деле помогают ассистенты? На Met-Gala есть два типа помощников. Первые – это флоутеры, волонтеры от самого музея. В их обязанности входит исключительно красивая раскладка шлейфа на ступенях. Трогать саму звезду или заходить с ней в приватные зоны им строго запрещено. А вот личные ассистенты заходят в тесную кабинку вместе со звездой, удерживают подол платья и следят, чтобы ничего не упало в воду. Фраза «красота требует жертв» тут уместна как никогда. И для звезд Met-Gala эти жертвы куда более прозаичны, чем мы могли бы себе представить. А как бы вы поступили на их месте? Терпели бы весь вечер ради исторического кадра? Или выбрали бы удобный костюм? Пишите в комментариях. Обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Здесь мы говорим о моде, искусстве и людях, которые вдохновляют. До встречи в следующем видео.